Представьте, вы открываете телефон. Один человек запустил бизнес, другой купил квартиру, третий путешествует, четвертый похудел, пятый пошел на повышение, шестой женился на красавице. И все это за 10 минут утренней ленты. Как вы себя чувствуете после этого? Большинство людей хуже, чем до этого. Не потому, что с ними что-то случилось, а потому что они только что измерили свою жизнь чужой меркой и проиграли по чужим правилам в игре, в которую никто их не приглашал. Лао Цзы написал об этом 2500 лет назад. Он не знал о социальных сетях, но он точно знал, что происходит с человеком, который ищет себя в сравнении с другими. И его ответ был прост и беспощаден. Зависть — это не эмоция, это когнитивная ошибка. Точнее, особый способ смотреть на реальность, при котором человек видит не то, что есть у него, а то, чего у него нет относительно другого. Это оптика, искажающая все, на что падает ее взгляд. Собственные достижения становятся незначительными, собственный путь — медленным, собственная жизнь — недостаточной. Китайская философия знала это явление задолго до того, как психология дала ему клинические определения. Нет греха тяжелее страстей, нет беды тяжелее незнания удовлетворения, говорил Лао Цзы. Страсть к сравнению — это именно тот вид страсти, о котором здесь речь. Ненасытные движения взгляда от себя к другому, от своего к чужому, от имеющегося к желаемому. И незнание удовлетворения, неспособность остановиться и увидеть то, что уже есть, это не скромность и не смирение, это слепота особого рода. Человек смотрит на собственную жизнь и не видит ее, потому что все его внимание поглощено чужой. Механизм зависти работает просто. Человек видит чужой успех и немедленно производит сравнение. Это автоматически. Мозг не спрашивает разрешения, не предупреждает. Сравнение произошло раньше, чем возникла осознанная мысль. Дальше оценка. Я хуже, я меньше, я не так далеко продвинулся. И, наконец, чувства. Горечь, раздражение, стыд, обида на того, кто ни в чем не виноват. Чужой успех не причинил никакого вреда, но сравнение сделало свое дело. Знающий людей разумен, а знающий себя самого прозорлив. Побеждающий других силен, а побеждающий самого себя могуществен. Довольствующийся самим собой богач, писал Лао Цзы в Дао Дэ Цзин. Эта цитата содержит полный диагноз и полный рецепт. Диагноз — человек, направляющий все внимание на других, на то, кто чего достиг, кто куда продвинулся, кто что имеет, выбирает путь, ведущий не к знанию, а к разуму в его низшем смысле, рассудочному, сравнивающему, оценивающему. Рецепт — знать себя — это просветление. Побеждать себя — это подлинное могущество. Довольствоваться собой — это единственное настоящее богатство. Не то, которое измеряется в сравнении с другими, то, которое существует само по себе. Но почему современный человек так легко попадает в ловушку сравнения? Отчасти потому, что сравнение было встроено в него с детства как инструмент ориентации. Ты хорошо учишься по сравнению с другими. Ты молодец в сравнении с братом, ты отстаешь в сравнении с соседским ребенком. Система оценок, рейтингов, соревнований сформировала привычку измерять себя относительно, никогда абсолютно. И когда человек вырастает, и эта система исчезает, она не исчезает внутри. Она просто находит новый источник данных для сравнения — социальные сети. Здесь важно не запутаться. Лао Цзы говорит не о том, что довольство собой плохо. Он говорит о самодовольстве в его эгоцентричном смысле, о гордости, направленной вовне, демонстративной, ищущей признания. Именно такое довольство, на самом деле зависимость от взгляда других, и является питанием излишеством. Это не насыщение, а вечный голод. Сколько ни получай признания, его всегда мало, потому что его источник снаружи, а не внутри.
Настоящий даосский ответ на зависть – не подавление чувства и не призыв радоваться за других. Даосизм не работает с поверхностью, он идет к корню. А корень зависти в отсутствии того, что Дао Дэ Цзин называет самопознанием. Понимание того, кто ты есть, каков твой путь, что является твоей природой. Человек, знающий свою природу, не нуждается в чужом пути как ориентире, ни для восхищения, ни для зависти. Он занят своим. Знающий меру доволен своим положением, коротко замечает Лао Цзы. Знать меру – это не смириться с посредственностью. Это понять, что у каждого человека есть своя мера, свой ритм, своя траектория. И сравнение этих траекторий между собой все равно, что сравнивать реку с горой. Они движутся по-разному, не потому что одна лучше другой, а потому что их природа различна. Река не завидует неподвижности горы. Гора не завидует движению реки. Они то, что они есть. Чжуанцзы, ученик и продолжатель традиции Лао Цзы, иллюстрировал это через образ, ставший одним из самых известных в китайской философии. Хуи Цзы сказал Чжуанцзы: «У меня во дворе есть большое дерево. Люди зовут его деревом небес. Его ствол такой кривой, что к нему не приставишь отвес. Его ветви так извилисты, что к ним не приладишь угольник». Дерево, непригодное для нужд плотника, не похожее ни на одно правильное дерево, живет дольше всех. Именно потому, что не пытается быть тем, чем не является. Человек, перестающий сравнивать себя с чужим стандартом правильного дерева, открывает собственную уникальную природу, и именно в ней находит не посредственность, а подлинную силу. Зависть, по сути, это отрицание своей природы. Это внутренний голос, говорящий: «Моя форма неправильна, мне нужна чужая». Но чужая форма не может вырасти из чужого корня. Сколько ни смотри на чужой успех с восхищением или горечью, это не приближает к нему ни на шаг, зато уводит от собственного пути на расстояние, пропорциональное интенсивности сравнения. Даосизм не предлагает работать с завистью как с проблемой, потому что не считает ее проблемой в психологическом смысле. Он видит в ней симптом, признак того, что человек потерял связь с Дао, со своей подлинной природой и с естественным порядком вещей. Симптом не лечат, его используют как указатель. Зависть указывает не на то, что у другого есть что-то нужное тебе, а на то, что ты потерял связь с чем-то своим. Ключевое понятие даосской практики в этом контексте – непривязанность. У Вэй буквально недеяние. Понимание того, когда надо действовать, а когда бездействовать. Деятельность, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка, это не бездействие. Применительно к зависти у Вэй означает не реагировать автоматически на чужой успех, ни восхищением, ни горечью. Не потому, что это запрещено или некрасиво, а потому что автоматическая реакция – это всегда реакция привязанного ума. Ума, который уцепился за образ того, как должна выглядеть хорошая жизнь, и теперь болезненно реагирует на все, что этому образу противоречит или напоминает об отставании. Первая практика непривязанности – это возвращение внимания от внешнего к внутреннему. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное Дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенно мудрый не ходит, не познает всего. Не видя вещей, он проникает в их сущность, писал Лао Цзы. Это не призыв к изоляции. Это указание на то, где находится источник. Не снаружи, а внутри. Чем дальше идешь, чем больше смотришь на других, на чужие достижения, на чужие траектории, тем меньше познаешь. Потому что познание себя, единственное познание, которое имеет непосредственное отношение к твоей жизни, требует направления взгляда внутрь. Практически это означает, прежде чем открыть ленту, спросить себя, с каким состоянием я вхожу в этот поток информации. Не запрещать себе ничего, не ограничивать искусственно,
но осознавать, что происходит внутри в момент потребления чужих историй успеха. Это и есть первый шаг у Вэй применительно к зависти. Не действовать автоматически, а замечать. «Довольствующийся самим собой – богач», — повторяет Лао Цзы. Довольство собой в даосском смысле – это не самодовольство и не отказ от роста. Это особая форма укорененности, способность в любой момент вернуться к тому, что есть прямо сейчас, и обнаружить там достаточное основание для жизни. Не потому, что все идеально, а потому, что свое, настоящее, живое. Человек, укорененный в собственном настоящем, смотрит на чужой успех иначе. Не как на свидетельство собственной недостаточности, а как на чужую историю, интересную, достойную уважения, но не имеющую отношения к его собственному пути. Вторая практика – это то, что даосы называли возвращением к корню. Все в мире растет, цветет и возвращается к своему корню. Возвращение к корню означает спокойствие, писал Лао Цзы. Корень – это то первоначальное, что есть в человеке до всех сравнений, до всех оценок, до всех чужих стандартов. Возвращение к нему не духовная практика в экзотическом смысле, а вполне конкретное действие. Остановиться и задать себе вопрос, который большинство людей не задают годами. Чего я хочу на самом деле, не в сравнении с другими, а для себя? Этот вопрос труднее, чем кажется, потому что большинство людей обнаруживают, что не знают ответа. Они знают, чего хотят другие, они знают, что считается успехом в их окружении, они знают, что вызывает одобрение. Но что является их собственным желанием, вырастающим из их собственной природы, это нередко скрыто под слоями сравнений и чужих ожиданий. Возвращение к корню – это и есть работа по расчистке этих слоев. Не хвалиться тем, что сделано, не начальствовать над другими, превосходя их, называется небесной добродетелью, говорит Дао Дэ Цзин. Небесная добродетель – это состояние, в котором человек действует из своей природы, не нуждаясь ни в превосходстве над другими, ни в признании с их стороны. Это антидот от зависти, не через подавление желания чужого, а через обнаружение своего, достаточного своего. Человек в состоянии небесной добродетели не завидует, не потому что он хороший, а потому что у него есть свое, которое он ценит. Эта разница принципиальная. Третья практика – принятие непостоянства как основы реальности. Чжуанцзы использовал для этого образ бабочки. «Однажды я, Чжуанчжоу, увидел себя во сне бабочкой. Счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она Чжуанчжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я Чжуанчжоу. И я не знал, то ли я Чжуанчжоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она Чжуанчжоу». Смысл этого образа для нашей темы – идентичность непостоянна. Тот, кому ты завидуешь сегодня, находится в своей точке своего цикла, как и ты в своей. Сравнивать два момента разных циклов все равно, что сравнивать весну одного дерева с летом другого. Времена года несопоставимы, потому что у каждого существа свой ритм. «Нет беды тяжелее незнания удовлетворения», снова напоминает Лао Цзы. Незнание удовлетворения – это хроническое состояние человека, измеряющего себя чужим аршином, потому что чужой аршин всегда будет обнаруживать недостачу. Всегда найдется тот, кто дальше, быстрее, богаче, успешнее. Выход из этого состояния – не достичь больше, чем все вокруг. Выход – сменить аршин. Перестать измерять себя относительно и начать измерять себя абсолютно. Не я по сравнению с ним, а я по сравнению с собой вчерашним. Не почему у него есть, а у меня нет, а куда я двигаюсь, зачем и согласовано ли это с моей природой. Это и есть возвращение к Дао. Не как к абстрактному космическому принципу, а как к простой практической ориентации. Жить из своего центра, а не из сравнения с чужой периферией. Когда это происходит, зависть не исчезает как чувство немедленно,
но она перестает управлять вниманием. А внимание, освобожденное от чужих историй, наконец возвращается туда, где оно нужно больше всего – к собственной жизни, которая, пока на нее не смотрели, продолжалась, развивалась и несла в себе то, чему нет названия в чужих лентах успеха.